Сегодня мы поговорим, как трейдить криптовалюты без риска для своего капитала. Да, так возможно с помощью проб-трейдинга. Давайте разбираться. Поехали. Всем привет! Вы на канале CryptoGirbo. Меня зовут Сергей Гирба. И сегодня мы будем разбираться с трейдингом криптовалют. Ну а перед тем, как мы начнем, напоминаю, что в ролике вы будете видеть буквы. Буквы эти собираете в слово. И это одно из слов сид-фразы. Смотрите 12 роликов, собираете 12 слов, получаете доступ к криптовалюте. Итак, сегодня мы говорим про трейдинг и какая здесь основная проблема. Основная проблема, что новички, когда заходят на биржу, начинают торговать с плечами, не соблюдают риски, потому что у них невысокий капитал. Грубо говоря, средний взнос на бирже сейчас около $200. Из $200 с плечами 50-100х пытаются разогнать депозит, не соблюдая никаких рисков. Таким образом, у нас возникает проблема капитала. Например, у вас есть $1000, вы делаете 5% в месяц. Это всего лишь $50. Ну и люди скажут, неинтересно, мы так не будем торговать, мы будем завышать риски, ну и потом ликвидируются. Но можно же взять, например, $100 000, и тогда у вас будет профит 5%, это уже $5000. Но вы скажете, откуда же мне взять эти $100 000, если у меня 1000? Для этого как раз существует проб-трейдинг. Это одно из направлений, оно популярно в США, в других странах, ну и сейчас постепенно и в Россию тоже приходит. В чем оно заключается? Трейдер показывает свою профпригодность, то есть доказывает, что он умеет соблюдать риски и торговать в плюс на дистанции. За это ему дают капитал в управлении. На этот капитал он также должен соблюдать риски. Все просто. То есть вы можете доказать, что вы нормально торгуете с низким риском, и потом вам предоставляют сумму, на которой вы сможете также зарабатывать. То есть получается, что вместо того, чтобы торговать с риском на малые деньги, вы можете торговать без особого риска на большие деньги. Сейчас все больше начинает появляться площадок, где вы можете таким образом получить себе капитал. Рассмотрим одну из них. По ссылке в описании или по QR-коду переходим на сайт для того, чтобы ознакомиться со всей информацией о компании HashHedge. Здесь я как раз вам буду показывать, как там внутри устроено, как устроены эти челленджи, торги. Разберемся, как можем на этом заработать, получить капитал в управлении. Значит, что тут самое важное? Это вот выберите челлендж. Стартовый пакет. За это вы платите здесь $49 за минимальный. То есть рекомендую начать с минимального, потому что вы обучитесь, научитесь, поймете, что это такое. Потом уже можете себе и все $100 000 управления брать, если вы поняли, что нормально справляетесь и с небольшой суммой. Потому что какая разница, какая сумма, если вы торгуете одинаково. Ну и для того, чтобы вам выдали деньги, вы должны доказать, что вы умеете торговать с низким риском, соблюдая критерии. На первой стадии у вас целевая прибыль 8%, максимальный убыток в день, это важно, он каждый день обновляется 5%, максимальная потеря 10%. То есть если вы вдруг потеряли 10% капитала, то есть от $5500 потеряли, то челлендж закрывается, вы экзамен не прошли. Минимум 5 дней нужно так торговать. Торговый период бесконечный, то есть вы можете не подряд 5 дней торговать, а когда вам удобно, тогда и торгуйте. Один день сегодня поторговали, другой на следующей неделе и так далее. Максимальное плечо здесь 5. То есть особо никаких сотых плечей здесь нет. Еще раз вот здесь показываю, что как это работает. То есть вы проходите быструю регистрацию, выбираете активы для торговли, совершаете успешные сделки и выводите прибыль на любой аккаунт. Ну, здесь вы нажимаете «Начать челлендж». Регистрируетесь. Здесь довольно простая регистрация, не вижу смысла углубляться в нее. Дальше вы попадаете в свой аккаунт. Здесь у меня уже один челлендж есть, сейчас покажу, что внутри. Нажимаете здесь New Challenge, выбираете, какой вам удобней. То есть, как я ранее говорил, средний депозит на биржу сейчас около $200. С них хотят сделать 100 иксов, ну как минимум, иначе зачем вся эта крипта? Однако вы можете взять даже не $200, а $100 и взять в управлении $10 000. И с них уже более консервативно, с меньшими рисками, грубо говоря, только на биткоине с малым плечом какие-то движения ловить и зарабатывать. Если внутрь здесь перейдем, то здесь оплата может осуществляться в криптовалютах, либо картой, но карты иностранных банков. То есть российская карта здесь не подойдет, но мы криптоны можем оплачивать криптой.
Далее, когда у вас уже куплен челлендж, вы видите, что он у вас вот здесь есть, можно перейти на дашборд. Дашборд, вот он мне сейчас показывает, что у меня сейчас нереализованная прибыль $68, убыток $16. Когда вы начинаете сделку, там списывается на небольшие комиссии. Здесь я открывал уже пару сделок. Сейчас у меня, по-моему, шорт по битку, сейчас покажу чуть дальше. Но здесь основное это вот следить за показателями, которые здесь есть внизу. То есть я вот торгую один день, еще 5 дней. Максимум в день могу просесть по депозиту на $250, учитываем это и не заходим в большие сделки. И максимальные потери в целом на весь депозит $500. Профит ожидаемый $400. То есть когда я все это выполню, я перейду на вторую стадию проверки. Там будет все примерно то же самое. Единственное, что профит поменьше будут требовать, но и при этом просадку тоже уменьшат. То есть на $400 максимально может просесть баланс. Ну и далее третье, это самое интересное, если вы прошли 2 этапа, то у вас уже живые $5000, и вы можете на них торговать. У вас также должны быть соблюдены все риски, то есть максимум в день может ваш депозит просесть на $250. То есть здесь не стоит тоже увлекаться какими-то большими сделками на большой объем. Следим за этим внимательно. Потому что если даже вы пройдете все проверки, начнете торговать реальными деньгами, но не будете на протяжении всего срока торговли соблюдать эти параметры, то вас отключат и все по новой придется делать. Итак, у меня тут уже трейдинг запущен. Давайте перейдем к трейдингу, покажу, как это выглядит. Здесь терминал довольно простенький, график с TradingView. Очень похоже, в принципе, на все криптовалютные биржи. Здесь у нас справа как раз панель, где мы создаем ордер. И вот мы видим, что можно и по рынку здесь покупать, продавать сразу. Значит, что я делал вчера? Я вчера сначала в первый раз думал открыть лонг просто на пробу, думаю, вдруг на хаи пойдет биткоин. Понял, что это плохая затея и закрыл его там в небольшой минус, там буквально на комиссиях потерял. Дальше я понял, что скорее всего биткоин пойдет сейчас вниз на коррекцию, соответственно перевернулся быстренько в шорт. И сейчас у меня здесь вот открыт шорт, который идет в плюс. У него сейчас здесь стейк на 98 900, а стоп на $105 000. И еще я открывал один ордер, добрать шорт, если у нас цена 104 650, также сразу со стопом 105 230. Такая доливка у меня сделана специально, потому что если вдруг будет какой-то быстрый сквиз вверх, чтобы зацепиться. Но здесь дистанция до стопа очень короткая, поэтому тут либо мы зацепляем этот ордер и летим вниз, и у нас больше просто объем позиции, либо просто его выбьет по стопу, и там будут минимальные просто убытки. Но сейчас я вижу, что цена пошла в нужном направлении, и в принципе этот лимитный ордер, он уже мне не нужен. То есть я его создавал чисто на время. Отменил этот ордер. У нас остается одна позиция, которую я здесь открывал. Значит, открывать здесь позиции так же просто, как и на любой бирже. Единственное, открывайте здесь на минимальные суммы. Для того, чтобы пройти челлендж, вам не так уж много надо. То есть, если у вас депозит $5000, это не значит, что вы сразу $3000 в сделку кидаете с плечом X5. Нет, лучше, конечно, так не делать. Обязательно сразу ставим стопы. То есть, например, мы рассчитываем, то есть сейчас я сделку открывать не буду, потому что у меня сделка уже открыта, она идет хорошая. Но просто для примера покажу, как заполнить этот ордер. Здесь у нас справа мы указываем лимитный ордер на цену, по какой взять. Лучше указывать лимитки, потому что цена может прыгать, и внезапно вы можете так нарваться на неприятную точку входа. Например, мы ставим, что мы хотим лонг, вот 101 700, и сколько же брать? Ну, с депозитом 5000, ну, максимум 1000 это прям, ну, это даже многовато, если с коротким стопом. А так, $500 это вполне достаточно для входа в сделку. Даже можно и меньше делать. Но, в принципе, если стоп короткий, и это биткоин, то есть волатильность не такая высокая, вполне можно взять $500. С плечом 5x, то есть это $2500 берем в оборот. Здесь сразу же ставим галочку Take Profit Stop Loss. И сразу ставим наши значения. Обязательно прям сразу выставляйте, чтобы, например, у вас был стоп. Если мы берем сейчас здесь лонг, то у нас стоп, соответственно, мы ставим 100, допустим, 100 500.
Ну, естественно, надо по графику смотреть. Я просто для примера показываю. Но ставим 100-500. И здесь, например, он идет на АТХ, мы ставим 120. Это может быть, например, длинная сделка. Все, после этого мы нажимаем здесь Buy Long. И подтверждаем этот ордер. Он создается, и когда лимитка там будет, он будет запущен. Ну, у меня здесь сделка открыта. Как видите, все просто, как на обычных биржах. Здесь можно также график менять, смотреть. Вот, собственно, по биткоину, что я смотрел, почему я так сделку открыл. Я смотрел, сначала попробовал поставить в лонг на пробой. Не пошло. Стоп, можно сказать, вручную отработал. И потом я думаю, ну и раз оттолкнулась от этого диапазона, значит, велик шанс коррекции в район 98 примерно. Так сделку я ставил, пока так и идет. Еще, чтобы у вас было меньше потерь и по стопам, когда сделка уходит в нужном направлении, прошла уже приличную дистанцию, лучше поставить стоп в безубыток. Так вы вообще не будете рисковать, у вас будет только просадка на сумму комиссии. Ну и переходим в дашборд снова. Здесь, в принципе, все понятно. Ждем, когда у нас сделки отработают. Пройдет 10 дней торговых для того, чтобы получить доступ к основным деньгам и на них уже торговать. Ну а площадка как на вас зарабатывает? Ну, первое, конечно, вы оплачиваете челлендж. Но стоимость челленджа, она кратно ниже, чем предоставляемый капитал. И второе, это на комиссиях, когда вы уже торгуете настоящими деньгами, тогда на комиссии она тоже с вас берет. То есть вы забираете до 90% прибыли, а 10% прибыли забирает площадка. По такой же схеме, например, действует Upscale в Телеграме. Все то же самое. Единственное, вот чисто вот от себя, я вот думаю, лучше бы эти платформы делали эти челленджи вообще бесплатными. Потому что они бы все равно вычислили, кто у них прибыльный трейдер, и зарабатывали бы больше на комиссии. Больше было бы участников, которые бы пробовали пройти этот челлендж. То есть, если команда будет смотреть, прислушайтесь к этому. Сделайте так, чтобы вообще эти челленджи были бесплатными. Потому что вы все равно зарабатываете на комиссиях от успешных сделок. Итак, что мы в итоге имеем? Вы можете спокойно взять управление до 100 тысяч долларов, доказать, что вы хорошо умеете торговать и с минимальными рисками стабильно торговать себе плюс и забирать профит. Пишите в комменты, как вам такая идея проп-трейдинга. Смотрю, сейчас появляется все больше и больше таких платформ. Соответственно, тренд понятен, виден и понятно, почему так происходит. Потому что в среднем депозит 200 долларов на биржу у участников крипторынка. А таким вот нехитрым способом можно увеличить себе прибыль, взяв в управление побольше денег. Подписывайтесь на мой YouTube канал, на мой Telegram канал, следите за новостями. Ну а я вам желаю всем профита и до новых встреч.